В этом видео мы рассмотрим 10 ключевых признаков, которые могут указывать на скорый инсульт. Инсульт — это состояние, когда кровоснабжение мозга нарушается, что приводит к серьезным последствиям. Знание этих признаков может помочь вам или вашим близким своевременно реагировать и обратиться за помощью. Мы рассмотрим симптомы, такие как внезапная слабость в одной половине тела, нарушение речи, головокружение и другие. Будьте внимательны к своему здоровью и помните, что своевременная помощь может спасти жизнь. Пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк, и еще буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. Спасибо всем, кто поддерживает и подписывается на канал. В будущем буду радовать полезными материалами. 10 признаков скорого инсульта. Симптомы инсульта могут различаться у разных людей и могут проявляться разнообразными способами. Однако есть определенные признаки, на которые стоит обратить внимание. Здесь представлены 10 общих признаков скорого инсульта: паралич или слабость одной стороны тела. Обычно это проявляется внезапной слабостью или утратой чувствительности в лице, руке или ноге. Человек может испытывать трудности с поднятием руки или ноги. Проблемы с речью или пониманием речи. Это может выражаться в трудностях с произношением слов, непониманием сказанного или неспособностью связно выражаться. Внезапные проблемы с зрением, изменения в зрении, такие как размытость, двоение или потеря зрения на одном или обоих глазах, могут быть признаком инсульта. Внезапные проблемы с координацией или равновесием. Человек может испытывать неожиданные проблемы с координацией движений или сохранением равновесия. Сильная головная боль без видимой причины. Это может быть сильная и внезапная головная боль, часто сопровождающаяся головокружением или потерей сознания. Внезапная путаница или трудности с пониманием окружающей обстановки. Это может проявляться внезапной путаницей, дезориентацией или затруднениями в понимании ситуации. Внезапные проблемы с ходьбой. Человек может испытывать внезапные проблемы с ходьбой, координированием движений или удержанием равновесия. Внезапная сильная головокружительность. Это может быть внезапная и сильная головокружительность, которая сопровождается резким ухудшением самочувствия. Внезапная слабость или онемение на одной стороне лица. Это может быть проявлением потери чувствительности на одной стороне лица, включая слабость мышц или онемение. Внезапная бессознательность или кома — это самый серьезный признак инсульта. Если человек вдруг потерял сознание или впал в кому, это требует немедленного медицинского вмешательства. Если у вас или у кого, то из ваших близких возникают подобные симптомы, важно немедленно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу для проведения неотложного обследования и лечения. Необходимо помнить, что каждая минута в случае инсульта имеет значение для предотвращения серьезных осложнений и минимизации ущерба для здоровья. Какие виды инсультов бывают? Инсульт или мозговой удар — это состояние, при котором нарушается кровоснабжение мозга, что может привести к повреждению его тканей. Существует несколько видов инсультов, и они делятся преимущественно на два основных типа — ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт, эмболический инсульт, возникает, когда кровеносный сосуд в мозгу забивается эмболом, сгустком крови или другим веществом, переносящимся по крови из другой части организма. Тромботический инсульт происходит, когда кровеносный сосуд в мозгу блокируется тромбом, сгустком крови, который формируется внутри сосуда. Геморрагический инсульт, интрацеребральное кровоизлияние, возникает, когда сосуд в мозгу разрывается, и кровь вытекает в мозговые ткани. Субарахноидальное кровоизлияние происходит, когда кровь вытекает в пространство между поверхностью мозга и твердой оболочкой мозга. Факторы риска для инсульта включают высокое давление, диабет, курение, высокий холестерин, фамильную предрасположенность, возраст, артериальную фибрилляцию и другие сердечно-сосудистые заболевания. Симптомы инсульта могут включать потерю сознания, одностороннюю слабость или паралич, затрудненную речь или понимание речи, потерю зрения и другие неврологические симптомы.
Исключительно важно немедленно обратиться за медицинской помощью при подозрении на инсульт, так как быстрое лечение может спасти жизнь и предотвратить серьезные осложнения. Как понять, что у человека острый инсульт? У пострадавшего возникает сильная боль в голове без причины. Она сдавливает череп. Человек ощущает сильную слабость, и любые движения даются ему с трудом. Часто наблюдается искривленная улыбка, при которой один уголок рта опущен вниз. Пострадавший испытывает головокружение, его тошнит, рвет. Человек дезориентирован в пространстве. Из-за того, что он растерян и имеет спутанную речь, пострадавшего могут принять за пьяницу. Наблюдаются нарушения слуха и зрения. Нужно попросить пострадавшего улыбнуться, если у него приступ, то сделать этого не получится или выражение лица будет искривленным. Также можно попросить вытянуть голову вперед и прижать подбородок к груди, во время удара этого не получится сделать. Пациенту необходимо поднять руки и задержать их на 10 секунд в воздухе. При ударе одна из рук начнет опадать в сторону пола. Поговорите с человеком, если у него приступ, то речь будет спутанной и неразборчивой. Еще можно попросить пострадавшего показать язык, при инсульте он часто западает на одну сторону или перевернут. Если у человека наблюдается хотя бы один из перечисленных симптомов, то немедленно вызывайте скорую помощь. Специфические признаки инсульта у женщин согласно статистическим данным из США, в этой стране жертвами инсульта становится на 55 тысяч больше женщин, чем мужчин. В нашей стране этот тренд тоже наблюдается. При этом из-за нетипичных проявлений последствия инсульта головного мозга для женщин могут быть более серьезными, ведь узнать заболевание получается не сразу. У женщин чаще наблюдаются следующие специфические симптомы: внезапная усталость или слабость, не связанная с перенапряжением или недостатком сна, тошнота или рвота, характерно для пациенток в возрасте до 45 лет, одышка или затрудненное дыхание. Характерно для пациенток старше 55 лет, боль или дискомфорт в груди, обычно у пострадавших старше 55 лет. Что делать, если у человека инсульт? Если у человека есть подозрение на инсульт, очень важно немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. В случае инсульта каждая минута имеет значение, и чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов на восстановление. Вот некоторые шаги, которые можно предпринять в ожидании приезда скорой помощи. Вызов скорой помощи. Немедленно наберите номер экстренной службы в вашей стране и сообщите о ситуации. Укажите, что есть подозрение на инсульт. Успокойте пострадавшего, помогите пострадавшему устроиться в удобное положение, обеспечьте покой и спокойствие. Это может помочь снизить стресс и предотвратить возможные осложнения. Не предоставляйте еду или воду, не давайте пострадавшему еду или воду, поскольку это может вызвать задыхание, особенно если у него нарушены функции глотания. Запомните время начала симптомов, если возможно, определите время начала симптомов. Это может быть важной информацией для медицинских специалистов. Не используйте лекарства, не давайте пострадавшему лекарства без указания врача, так как неконтролируемое применение может ухудшить ситуацию. Если он в сознании, положьте его на спину так, чтобы голова и грудная клетка были приподняты на 30 градусов. Если человек потерял сознание, у него судороги или рвота, то уложьте его на бок, можете попробовать положить предмет в рот, чтобы человек не прикусил язык, но не применяйте силу, если не получается. Не кладите человека на живот и не позволяйте ему опускать голову ниже туловища. Можно открыть окно и ослабить одежду на человеке, чтобы облегчить поступление свежего воздуха. Если пострадавший перестал дышать, пропало сердцебиение, один или оба зрачка расширились, требуется реанимация, поверните голову на бок, тканью очистите ротовую полость от рвоты, запрокиньте его голову и откройте рот, закрыв нос. Сделайте глубокий вдох и выдохните в рот пострадавшего 2 раза длительностью не более секунды. Если при инсульте нужно сделать непрямой массаж сердца, встаньте на колени, сложите руки в замок на грудине и делайте 30 нажатий на 2 выдоха искусственного дыхания.
Инсульт — это медицинское состояние, требующее профессиональной помощи. Помните, что быстрое реагирование может быть ключевым фактором для успешного лечения и минимизации последствий. Лечение после инсульта может варьироваться в зависимости от типа инсульта, его тяжести и индивидуальных особенностей пациента. Однако, в общих чертах, лечение после инсульта включает следующие аспекты: медицинская помощь. Первоначальное лечение проводится в больнице. В случае ишемического инсульта врачи могут применять препараты для разжижения крови или проводить процедуры для восстановления кровотоков пораженной области мозга. При геморрагическом инсульте может потребоваться хирургическое вмешательство. Реабилитация — это один из ключевых аспектов послеинсультного лечения. Реабилитация включает физическую терапию для восстановления мышечной силы и координации, речевую терапию для восстановления утраченной речи или других коммуникативных навыков, а также занятия с логопедом и работу с психологом для восстановления психологического благополучия. Лекарственная поддержка. Лекарства могут быть назначены для контроля давления, уменьшения риска повторного инсульта, улучшения циркуляции крови в мозге и управления другими медицинскими проблемами, связанными с инсультом. Изменение образа жизни. Это может включать изменения в питании, физическую активность, прекращение курения и употребления алкоголя, контроль веса и управление стрессом. Поддержка и забота. Поддержка семьи, близких людей и специалистов — это важный аспект восстановления после инсульта. Пациенту важно чувствовать поддержку и понимание со стороны окружающих. Если у вас или у кого-то из ваших близких был инсульт, важно обратиться к врачу для получения индивидуальной консультации и разработки плана лечения, учитывающего специфику ситуации.